Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу о символике иллюминатов и скрытых подтекстах в рекламных роликах известных брендов. Символика иллюминатов встречается не только в фильмах и клипах известных исполнителей. Многие популярные бренды используют ее в рекламных роликах своих товаров и услуг. Кто-то считает, что это поможет увеличить продажи и прибыль компании. Другие же просто следуют навязанной моде. Однако большинство крупных брендов используют символику осознанно. Люди, которые смотрят телевизор, видят рекламу гораздо чаще, чем что-либо другое. В связи с этим рекламные ролики, пропитанные символикой, воздействуют на их подсознание, формируют нужные ценности и установки. Одним из самых символичных является рекламный ролик Чебупели с участием Тимати. Для начала рассмотрим саму упаковку товара. На коробке изображено некое существо, напоминающее красного крылатого демона. Его голова похожа на руку, сложенную в жест рога дьявола. Рекламный ролик с участием Тимати начинается с того, что рэпер спускается с лестницы в своей квартире. На полу можно увидеть ковер в виде шахматного поля, которое символизирует у иллюминатов единство добра и зла. По периметру комнаты расставлены игрушки фирмы Кавс, которыми увлекается Тимати. Особенность этих кукол состоит в том, что их можно разобрать и посмотреть внутренности. Некоторые игрушки изначально представлены с раскрытыми органами. Крестики на глазах показывают, что персонаж условно мертвый. То есть, по сути, такие куклы – это игрушечные трупы. На Тимати надет красный костюм с изображением демона с логотипа Чебупели и кусочков пиццы, что дает отсылку к Пиццагейт. Рэпер достает из микроволновки тарелку Чебупели, после чего на него смотрит сразу несколько девушек. Создается ощущение, что все они живут в этой же квартире и ублажают Тимати. Таким образом, идет продвижение разгульного образа жизни, чуждого традиционным семейным ценностям. Далее Тимати выходит на улицу и проходит мимо граффити со своим портретом. Рядом стоит стремянка, которая символизирует ступени масонства. На следующих кадрах рекламы Тимати заходит в магазин, где его встречает кассирша с повязкой на одном глазу. Тем самым явно подчеркивается символизм всевидящего ока. В интерьере при этом присутствуют красные и черные тона, что соответствует любимым оттенкам иллюминатов. В конце ролика Тимати с тарелкой Чебупели танцует в окружении девушек. Певец берет в руки пельмень, сложив пальцы в жест 3 шестерок. В этот момент на руке у Тимати можно рассмотреть красную нить, указывающую на принадлежность к каббалистам. Таким образом, рекламный ролик Чебупели с участием Тимати содержит в себе практически всю известную символику. Не менее символичной является реклама линейки продуктов «Немолоко». В одном из роликов главный герой, мужчина-бариста, варит кофе. Рядом с ним тут же появляется тень, которая живет словно сама по себе. На фразе «В каждом из нас есть капелька бариста» мужчина демонстрирует жест 3 шестерок. Все это может символично показывать то, что в каждом из нас присутствует некая демоническая сущность, которая при определенных обстоятельствах может взять верх и получить контроль над телом. Еще один рекламный ролик этого бренда сопровождается слоганом «Разбуди в себе бариста». Его главный герой заваривает себе кофе, доливая в него рекламируемый напиток. В это время тень на стене трансформируется, приобретая очертания с логотипа упаковки. Пальцы тени сложены в жест 3 шестерок. Таким образом, реклама словно призывает людей разбудить свою темную сторону. Очень символична реклама финуслуг с участием солиста группы «Мумий» Тролль Ильи Лагутенко. На первых секундах ролика певец шагает на фоне проекции с изображением гор. Похожая локация часто используется в клипах и дает отсылку к загрузочной программе из фильма «Матрица». Певец хлопает в ладоши и тут же оказывается на вершине пирамиды посреди небоскребов. Все это дает отсылку к теории о нереальности мира, которую продвигают иллюминаты. Научившись управлять своей реальностью через загрузочную программу, Лагутенко оказался на вершине пирамиды. В конце ролика половину лица артиста прикрывает красный прямоугольник, подчеркивая тем самым символизм всевидящего ока. В одном из рекламных роликов карт Альфа-банка Иван Ургант говорит следующую символичную фразу. Бесплатно. Бесплатно. Какое красивое и, к сожалению, уже практически забытое русское слово. Таким образом, людям открыто говорят о том, что бесплатно расшифровывается как «бес платит». Тем не менее, многие, слыша это слово, забывают абсолютно обо всем.
Яркий пример подобного произошел во время так называемого флешмоба «Кольца Сатурна» на ВДНХ в конце января 2022 года. Под предлогом бесплатного катания на коньках был проведен настоящий оккультный ритуал, последствия которого мы наблюдаем прямо сейчас. Реклама детского питания Агуша напрямую дает отсылку к фильму «Матрица». Ложки нет. Она просто не нужна с творожком Агуша в новой удобной упаковке. В первой части фильма была похожая сцена. Ложки не существует. Не существует? Знаешь, это не ложка гнется, все обман. Дело в тебе. Все это продвигает идею о нереальности нашего мира, что в свою очередь приводит к обесцениванию жизни. В рекламе средства для лечения горла Tantum Verde Forte действие происходит в тату-салоне с шахматным полом, символизирующим у иллюминатов единство добра и зла. На стене при этом можно заметить изображение змеи, символизирующей самого дьявола-искусителя. К слову, на упаковке лекарства можно заметить изображение пирамиды. Финальная фраза ролика «делаем боли в горле в 2 раза больнее» может намекать на то, что по факту последствия от лекарства намного хуже, чем видимый эффект от него. Нередко рекламные ролики содержат в себе программу на негативные события будущего. Ярким примером того является реклама Гексарала с Филиппом Киркоровым, которая транслировалась по телевизору еще в 2018 году. В ней артист сыграл Снежную королеву. Ролик напрямую озвучивал негативную программу, которая, возможно, способствовала началу пандемии. Болеть тебе и всей семье отныне. Болей и заражай. Спрей от горла якобы победил болезнь, однако в подсознании людей уже уложилась нужная установка. Хотел, чтобы все болели. В принципе, любая реклама лекарств дает сознанию человека установки на болезни. Тем самым поддерживается фарм-индустрия. Очень символична реклама Теле2 об удвоении гигабайтов. В начале ролика в небе появляются 2 луны. Луна дает отсылку к одноименному культу поклонения темным силам. Таким образом, 2 луны свидетельствуют об удвоении власти и силы этого культа. В то же время это отсылает к древним пророчествам, согласно которым в преддверии апокалипсиса на небе появятся 2 луны и 2 солнца. Далее все герои ролика начинают появляться со своими двойниками. С одной стороны, это дает отсылку к масонским колоннам Яхин и Боос, символизирующим равновесие противоборствующих сил. С другой стороны, таким образом делается намек на двойников в шоу-бизнесе и присутствие нескольких субличностей в сознании одного человека. Пожалуй, самой символичной и предельно открытой стала реклама от МТС «Тариф для своих», разбор которой есть на нашем канале в отдельном видео. Вскоре после выхода этой рекламы Анастасия Ивлеева выложила в своем ТикТоке челлендж, в котором она предлагала зрителям повторить известные жесты иллюминатов, а затем показать свой талант. Все это время над головой Ивлеевой горела пирамидка с кругом внутри, являющаяся главным символом иллюминатов. На телеведущей была надета кофта с жутким изображением смерти. Таким образом, рекламные ролики представляют собой еще один инструмент воздействия на подсознание. Если вы замечали символику иллюминатов в рекламе других брендов, пишите об этом в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки.